Друзья, добрый день! Сегодня я вам покажу самый знаменитый пляж в Алании. Это пляж Клеопатра. Пляж известен тем, что в древние римские времена военачальник Марк Антоний подарил своей Клеопатре данный пляж. Почему этот пляж известен? Марк Антоний решил его выделить из всех других пляжей. Он нанял много кораблей. Песок завезен прямо из Египта. Караван кораблей привозил сюда песок. Протяженность данного пляжа 2 километра. Ученые провели эксперимент, анализ этого песка, и выяснили то, что песок реально был завезен из Египта. Что песок идентичен песку Египта и Северной Африки. Песок на пляже крупный, а галька мелкая. Тем самым они придают пляжу такой красивый вид. Издалека он кажется, как на Мальдивах, белый песочек, особенно сверху. Сверху я уже снимал с дрона, вы можете посмотреть. Здесь же у нас открывается вид на Аланийскую крепость. Преимущество данного пляжа то, что здесь галька мелкая, и поэтому вода такая прозрачная. Песок не липнет к телу. Гулять по такому песку необычайное удовольствие, потому что песок даже в сильную жару он не сильно нагревается. Полезно для ног. Как вы знаете, гулять по песочку, особенно по такому. Ну, друзья, пойдемте посмотрим пляж, так сказать, поближе. Мы отдыхаем здесь очень часто, вот, поэтому это наш самый любимый пляж. Скажу вам по секрету такой лайфхак. Чем ближе к скале, тем лучше песок. А самый главный плюс, то что ближе к скале, при заходе в воду нету природных плит. И, друзья, от нас небольшой лайфхак. Мы постоянно отдыхаем именно на этом пляже. Он второй от скалы. Так как здесь еще нормальный заход в море, нет плиты, ну, для меня это очень важно. И, значит, если ты обедаешь в кафе, к которому относится и не только обедаешь, извиняюсь, перебиваю, а даже если хотя бы 2 бутылки пива покупаете и лежак, зонтик, 2 лежака, да, зонтик, 2 столик, лежака, зонтик бесплатно. Бесплатно. Сравнивали разные кафе, да, пляжи. Ну, то есть мы лежали не только в этом месте, да, и мы и на первом пляже да, отдыхали, мы на всех были. И дальше, да. Но вот сочетание цены и качества, удобства и все вместе, самый лучший это вот второй пляж от скалы. Потому что и заход хороший, и цена приемлемая. Плюс очень веселые работники. Да, в сейчас этом мы кафе. покажем. Мой френд, Мираба, здрасте. Вот классные друзья. Немаловажный факт, в этом кафе очень хорошая скорость у интернета. Причем бесплатный. Да. Ну, здесь в каждом кафе вам дают пароль от Wi-Fi, но здесь скорость очень приличная. И как мы блогеры, как вы понимаете, для нас интернет очень необходим. Приятно завтракать с таким красивым видом на такое красивое море, песочек белый. Всем советую побывать на данном пляже. Рядом с пляжем Клеопатра есть популярная пещера Демлатаж. Туда возят организованные экскурсии. Название Демлатаж состоит из 2 слов и переводится с турецкого как «необработанный драгоценный камень». Внутри самой пещеры потрясающе красиво. Разноцветные сталактиты и сталагниты и приглушенная подсветка создают эффект декорации фантастического фильма. А состав воздуха отличается рекордным содержанием углекислого газа, что помогает бороться с астмой и другими легочными заболеваниями. Друзья, теперь я вам покажу первый ресторанчик, который находится прямо около скалы.
Я поначалу подумал, что это настоящие готовые блюда, и чуть кусочек, не откусил. Благо подоспел менеджер ресторана. Эй, друг, тут кушать не надо. Ты там кушал? Пойдем другой, я тебе какой-то что, другие покажу. Здесь можно заказать блюда из свежей выловленной рыбы и морепродуктов. Ну и, конечно, красивый вид из окна. Можно пить кофе и наслаждаться морем, солнцем, пляжем. А рядом с пляжем Клеопатра раскинулся вот такой чудесный парк. Красивые клумбы, кустарники. Здесь очень любят отдыхать местные жители и устраивать пикники прямо на траве. Small group outside. В парке расположился вот такой организованный домик для кошек. Их здесь очень любят, заботятся и кормят их. Вот еще один хороший пляж с отличным ресторанчиком. Имеются вот такие вот VIP-лежаки. Здесь также очень много спортивных площадок с тренажерами. Много оборудованных детских площадок. Вот такие баскетбольные и волейбольные площадки. Ну, как приятно заниматься спортом с таким шикарным видом на море. А вот также площадка для пляжного волейбола.
Вдоль дороги, рядом с пляжем, расположено множество известных отелей, уютных ресторанчиков. И экскурсий. Вот полюбившийся нам ресторан с очень вкусной едой. Он находится прямо напротив фуникулера. На этом фуникулере вы можете добраться до Аланийской крепости. А в этом кафе мы тоже неоднократно обедали и ужинали. Очень приятный хозяин, который постоянным клиентам делает скидки. Ну, также здесь есть маркеты с продуктами. Вот стоянка такси. Друзья, а здесь мы неоднократно приобретаем экскурсии с хорошими скидками. Мераба, насылсын. Привет, Игорь. Рад тебя видеть. Мы предлагаем все возможные экскурсии по Турции. Цены у нас самые низкие и лучший сервис. Турагентство расположено напротив пляжа Клеопатра. Очень приятный русскоговорящий менеджер, зовут его Мурат. Будем очень рад вас видеть. Только для моих подписчиков специальная цена на посещение турецкого хамама с сауной, джакузи и массажем и стоит всего лишь $15. Ну вот и подошла к концу наша экскурсия по пляжу Клеопатра. Для нас это самый идеальный пляж. Здесь все организовано для отдыха. Множество кафе, развлечений, площадок. Если вы собираетесь посетить Аланию, обязательно приезжайте на пляж Клеопатра. Мы абсолютно уверены, что вы останетесь довольны. Ну а мы поехали дальше. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пропускайте новые выпуски. Пока-пока. Пока-пока. Марк Антоний, одно из что такое-то Древнеримский император. военный военачальник, я уже сам придумал. Ну, древнеримский. Поближе стань. В поддержку